Я в шоке с того, что делает данная нейросеть. Это просто офигенно. Вы себе даже не представляете, насколько я был поражен, удивлен и восхищен работой данного сервиса. И вы уж точно его зацените. Данная нейросеть умеет генерировать видео, создавать анимации из фото, и она абсолютно бесплатно доступна каждому из вас. И давайте разбираться более подробно. Только не забудьте подписаться, я же не зря тружусь. И темой сегодняшнего видео стала нейросеть Pika Labs, которая доступна в Дискорде абсолютно бесплатно, и она вас действительно удивит. С помощью этой нейросети вы можете создавать абсолютно любые видеоролики по вашему запросу, то есть вы пишете промпт, как в Midjourney, и в результате получаете не обычную картинку, а целое видео, что офигеть как круто. И для того, чтобы начать пользоваться этой нейросетью, у вас должен быть Discord, который вы можете зарегистрировать абсолютно бесплатно, без каких-либо ограничений. И чтобы использовать нейросеть Pika, в поиске Discord вам нужно ввести слово Pika и перейти в сервер этой нейросети. Конечно же, вы можете использовать нейросеть публично, прямо как Midjourney, но я рекомендую написать личное сообщение этой нейросети, чтобы у вас был отдельный диалог с этим сервисом, что намного удобнее и 100% конфиденциально. А теперь давайте испытаем, что умеет данный сервис. Пишем слэш и видим, какие функции может делать данная нейросеть. И давайте начнем с генерации. Мы выбираем Create и пишем промпт, что мы хотим видеть, и эта нейросеть создаст видео длиной в 3 секунды. В данный момент я работаю над одной документальной работой, поэтому я покажу вам, как эта нейросеть создаст видео по моему запросу. Pika понимает только английский язык, поэтому промпты на русском языке она просто не сможет обработать, не пишите их на русском языке. Ожидание результата занимает в среднем 1 или 2 минуты. Но есть огромный плюс, что вы можете делать сразу несколько запросов, и она будет параллельно их обрабатывать, что намного ускорит вашу работу. И спустя небольшое время ожидания у нас получаются вот такие результаты. Безусловно, получается не идеально, но вы понимаете, что эта нейросеть полностью создает видео по вашему запросу, каким бы оно ни было. То есть вы можете создать графику для любого исторического события, что будет очень круто. Естественно, у таких материалов не будет авторских прав, и вы можете свободно монетизировать такие видео, например, на YouTube. Но, конечно же, сервис Pika Labs наложит свой водяной знак, который мы уже умеем удалять. И видео на эту тему выходило как раз недавно. Кто еще не видел, обязательно перейдите и посмотрите. Но если вам не понравился результат, вы можете перегенерировать его заново, нажав на вот эту кнопку. И так вы можете делать бесконечное количество раз, потому что сервис не имеет никаких ограничений, что безумно круто. Также вы можете внести изменения в промпт и сгенерировать видео заново, что тоже может быть очень полезно. Следующая функция — это анимирование изображений, то есть вы присылаете любое изображение данному сервису, и он автоматически создает 3-секундное анимированное видео с этой фотографии. Не могу сказать, что на 100% она отрабатывает корректно, но в любом случае это будет лучше, чем статическая фотография, потому что анимированное изображение — это все-таки движение в кадре, которое очень ценится в видеопродакшене, особенно на YouTube. И дополнительно к изображению вы можете еще написать свой промпт, например, вы хотите, чтобы на фотографии пошел дождь. И, например, я буду использовать эту функцию в своей документальной работе, как раз таки, чтобы разнообразить кадр статических фотографий, которых в избытке, а вот видеокадров не хватает, потому что найти конкретные видео с исторических событий, которые происходили более 100 лет назад, это практически невозможно. Также есть классная функция, по которой вы можете задать пример своей фотографии. Объясню, что это значит. Вы закидываете фотографию и пишете промпт, что вы хотите видеть. И Pika по этой фотографии и вашему промпту сделает что-то среднее. То есть с фотографии она может взять цветовые оттенки, ракурс, постановку кадра, а с вашего промпта она возьмет все остальное, что тоже может быть очень полезно для видеомонтажа. Еще есть уникальная функция, с помощью которой вы можете делать уникальный 3D текст. Давайте я вам просто покажу, как это работает. Вы пишете промпт, что вы хотите видеть, и пишете текст, который вы хотите видеть, и в результате вы получаете 3-секундное анимированное видео, в котором с помощью объектов вырисован текст, который вы хотите увидеть. Но сразу скажу, что длинные фразы, длинные какие-то слова не будут отображены корректно, только короткие, например, из 3 или 4 букв. Лично я считаю эту функцию не особо полезной, но возможно кому-то она понадобится. Но вы напишите свое мнение в комментариях, будет очень интересно почитать, что вы думаете насчет этой нейросети. А насчет водяных знаков мы уже умеем их удалять, поэтому закидываем наше видео в этот сервис и удаляем водяные знаки. Конечно же, получается не безумно идеально, это не полное удаление с помощью там каких-то секретных функций, это действительно маскировка водяных знаков. Но на данный момент это лучшее решение в индустрии, и лучшего сервиса вы точно не найдете, во всяком случае сегодня. Поэтому не стройте слишком
слишком больших иллюзий по поводу нейросетей, потому что они не настолько отлично работают, как вы можете иногда подумать. В любом случае, вам нужно подписаться на мой канал, чтобы не пропускать все самые свежие интересные новости и сервисы из мира нейросетей. Надеюсь, видео было вам полезно. Если да, напишите об этом в комментариях. Если нет, напишите об этом в комментариях. Поставьте лайк, поставьте дизлайк и в любом случае подпишитесь на канал. Всем спасибо и пока.